В Туркменистане нарушители правопорядка собирают свеклу. Среди них задержанные за черные маски автомобилисты. В Марийском вилаяте Туркменистана очередное усиление полицейского контроля над населением. По всему региону проходят рейды по отлову бездомных, просящих подаяния, подвыпивших и курящих граждан, а также автомобилистов в черных масках. Марийские автомобилисты в последние дни повсеместно сталкиваются с полицейским контролем на дорогах, в ходе которого полицию интересует, какого цвета маска на лице водителя. Медицинские маски черного или любого другого цвета, кроме белого или светло-голубого, а также тканевые маски запрещены. Требование к цвету маски касается и велосипедистов. Об этом 13 декабря сообщили корреспонденты Азатлыка. В первый раз нарушители получают предупреждение, во второй и последующий раз грозит задержанием. При этом жители Мары узнают об очередном требовании, только лично столкнувшись с задержанием. Публичного распоряжения нет. Более того, полицейские сообщают о распоряжении исключительно в устной форме. Кроме автомобилистов с несоответствующим цветом масок, в поле зрения полицейских попадают бездомные, просящие подаяния, подвыпившие, курящие граждане, которых задерживают и отправляют на сельхозработы. Нарушители правопорядка, в числе которых есть также другие граждане, привлеченные к административной ответственности за различные правонарушения, в том числе несвоевременную выплату алиментов и занятие проституцией, отправляются на сбор сахарной свеклы. По словам сотрудников полиции, говоривших с Азатлыком на условиях анонимности, местные власти предпочитают вместо денежных штрафов использовать задержанных в качестве рабочей силы на сельхозполях. У многих задержанных нет финансовых возможностей для оплаты штрафов. Корреспондент Азатлыка отмечает, что в прошлые годы на сбор свеклы привлекали содержащихся на реабилитации в наркологических центрах граждан, страдающих алкоголизмом и наркоманией. В этом году привлекать их к работам запретили из-за участившихся случаев побега. Получить официальный комментарий в администрации и полиции Марийского вилаята Азатлыку не удалось. Законодательство Туркменистана запрещает использование принудительного труда. Несмотря на это, в течение десятилетий в стране широко распространена практика привлечения к работам на полях задержанных за административные нарушения граждан, а также бюджетников, школьников и студентов. Международные правозащитные организации систематически обвиняют туркменские власти в нарушении собственных законов. В течение 1,5 лет на сельхозработы систематически направляются и граждане, задержанные за нарушение масочного режима. В Туркменистане требование обязательного ношения масок было введено в июле 2020 года во время визита миссии ВОЗ по коронавирусу, которая рекомендовала Туркменистану вести себя так, как в случае, если в стране есть коронавирус. Примечательно, что до этого с самого начала пандемии коронавируса населению страны запрещалось носить, а аптекам продавать маски. Туркменские власти по сей день продолжают настаивать на том, на территории страны не зарегистрировано ни единого случая коронавируса, несмотря на беспрецедентный всплеск заболеваемости и смертности. Между тем, по данным информированных источников радио Азатлык, в Туркменистане от коронавируса скончались более 25 тысяч человек.